Всем привет, друзья! Вы на канале Slimaway. И сегодня у меня на обзоре устройство Venax K1 от компании Geekwave. Хотелось бы сказать спасибо Вафлу и Geekwave за предоставленное устройство. Погнали к распаковке. Устройство поставляется вот такой вот красивой коробке. На лицевой стороне мы видим Venax K1 от компании Geekwave. Объем картриджа 600 мАч, красный цвет. Всего цветов у нас 9. Сейчас я вам покажу картинку со всеми цветами. На задней стороне мы видим основную информацию об устройстве. USB Type-C, что можно управлять кнопкой, что есть 3 уровня регулировки мощности. Есть датчик затяжки, 2 мл картридж, да, и комплектация, соответственно, само устройство, кабель USB Type-C и 2 картриджа. Один преустановленный на 0,8 Ом, от 12 до 16 Ом можно парить, и один, соответственно, 1,2 Ома запасной, от 10 до 12. Соответственно, давайте откроем. Я ее уже распаковал, да. Здесь мы видим такую блестящую надпись Geekwave. Аккуратненько так все мы убираем. Соответственно, давайте сейчас девайс отложим в сторону. Venax, да. Тут, я так понимаю, основная макулатура будет с информацией. Так, значит, тут у нас пусто. Здесь вот такая вот красивая карточка от Geekwave, да, в которой мы видим надпись Warning, да, гарантийный талон. Такую красивую карточку с самим устройством, да, вот, кстати, тут некоторые цвета показаны, но не все. И здесь тоже предупреждение, значит, это мы можем тоже отложить. И инструкция, да, User Manual. Значит, давайте посмотрим, есть ли русский язык, но я более чем уверен, что есть. Давайте сейчас его найдем. Собственно, вот он, я его и нашел. Да, вот инструкция на русском языке. То, из чего состоит устройство, особенности его продукта, как заправлять, мощности. Ну, в общем, почитайте, да, кто приобретет данный девайс. И, собственно, само устройство. Значит, тут у нас, вот так мы это вытаскиваем. Тут у нас плотно, кстати, сидит, что просто так это дело не достать. Так, тут у нас кабелечек Type-C, такой под белой симпатичной коробочке. Да, силикагель, маленький такой кабелек. Это, соответственно, запасной картридж. Здесь мы можем увидеть вот надпись, что это 1,2 Ома. Я им еще не пользовался, но видите, как бы он лежит вроде бы в коробке, да, но он не запечатанный. То есть может пропитаться запахом вот этого пластика, поэтому это, конечно, не совсем есть хорошо. Второй картридж, да, основной был у нас вставлен девайс, а здесь была защита, он, соответственно, на 0,8 Ом. Я уже просто немножко пользуюсь, да, у меня тут жидкость имеется. Соответственно, девайс, как мы видим, цвет симпатичный, блестит на солнышке. Вот такая надпись Venax. Но если вы посмотрите внимательно, вот здесь есть, видите, вот эта вот царапина, и она мне уже пришла таким. Вот они, 2 царапины. Я ничего с ним абсолютно не делал. Когда я распаковал, оно уже было такое устройство. Да? Соответственно, 5 раз нажимаем на кнопочку. Устройство включается, горит зелененьким. Соответственно, можем парить и от кнопочки, можем парить и от датчика затяжки. Соответственно, есть регулировка мощности. Видите, белый, синий и зеленый. А белый — это самая слабая мощность, синий — средняя и зеленый — самая мощная, так сказать.
Давайте посмотрим, сколько весит девайсик у нас. Весит он 33 грамма. Ну, то есть очень легкий, как вы понимаете. Это приятно. Что касается габаритов, он не маленький. То есть есть подики, их много, которые в разы меньше. Условно, вот моя рука. Но если мы возьмем, да, в кулак, он будет вот так вот торчать. То есть это не стелс-устройство. Безусловно, его будет видно. Он сделан из анодированного алюминия. Но в руке все равно не чувствуется, он прям легкий. То есть первые впечатления, да, какие мои. Устройство симпатичное. Комплектация радует двумя картриджами, да, кабелем Type-C. Радует, что в этом устройстве есть как возможность парить по кнопке, так и по датчику затяжки. Честно, мне немножко не нравится вот это вот выпирающий светодиод. То есть, видите, он прям так вы можете задевать, когда нажимать кнопку пальцем и царапаться об него. Вот это не совсем приятно. В теории вы можете регулировать обдув, если зажимать пальцами, да, вот эти вот дырочки, да, отверстия, то тогда, соответственно, затяжка станет более тугая. Поэтому что остается? Мне остается только протестить. Как только я с ним похожу, да, недельку-другую, я к вам вернусь со своими впечатлениями. Поэтому увидимся дальше. Друзья, я снова с вами. Пользовался я VNAX MK1 от компании Geekwave около недели. И хотел бы поделиться с вами своими впечатлениями, рассказать о плюсах и минусах данного устройства. Итак, начнем с плюсов. Во-первых, хочется отметить то, что устройством можно пользоваться как от кнопки, так и от датчика затяжки. Во-вторых, хочется отметить то, что с устройством ничего не случилось, да, оно больше нигде не поцарапалось. Вы видели в распаковке, что вот здесь вот мне уже пришло поцарапанное устройство, но, слава богу, больше за время использования с ним ничего не произошло. Что же касается самих, да, ощущений от парения. Во-первых, первый минус пошел, то, что устройство чуть-чуть, но плюется. Насколько мне известно, у Venox, да, предыдущих были с этим уже проблемы, но я ими не пользовался, поэтому просто сужу по комментариям в интернете, которые я нашел. Во-вторых, по мере того, как я его таскал везде с собой в куртке, мне все-таки кажется, что можно было его чуть-чуть укоротить. Вот, по крайней мере, вот настолько, чтобы оно было где-то на таком уровне, как многие сейчас конкуренты делают, да, более компактным. Это, безусловно, пошло на пользу данному девайсу. Дальше отмечу, что я парил жидкости как и 50/50, так и 70/30, и данное устройство с ним справлялось с обеими типами жидкостей на отлично. Но это я парил на 0,8, который Ом. Не знаю, на 1,2 Ом я бы не рекомендовал вам использовать жидкости 70/30. Все-таки постарался бы воздержаться от этого. В целом, рекомендовал бы я вам купить данный девайс. Скорее все-таки нет, чем да, потому что вот это поплевывание, большие габариты, я думаю, что ценовой сегмент плюс-минус у всех подиков один и тот же, да, так же как и цена на комплектующие в виде картриджей там, или испарителей, в зависимости уже от самих подов. Плюс-минус одинаковая, и поэтому я бы на вашем месте поискал бы аналоги. У других фирм, может быть, уже у того же Geekwave, чисто чтобы он был более компактный, да, и почитал бы отзывы насчет вот этой поплевываемости. В целом, что касается вкуса передач, да, самое главное, вейп с ней, безусловно, справляется хорошо. Я парил жидкости с холодком, холод передается отлично. Давайте, собственно, сейчас вам покажу, как это парится. Ну, соответственно, не вот так вот, да, а вот так. Это было от кнопки, сейчас можете прочувствовать, как работает датчик затяжки. Буквально моментально, да, я только прикасаюсь губами.
И датчик затяжки отлично справляется. В общем-то, вот так вот. Я думаю, вы поняли, да, все мои мысли касательно данного устройства. Еще раз спасибо Waffle и Geekwaped за данный девайс.